На мой взгляд, тот футбол, который Нагельсман ставит сборной Германии, в общем-то, делая из нее практически испанскую команду, это так называемый управляемый хаос. Но, на мой взгляд, по стилю все-таки немецкой команде следует больше, наверное, ориентироваться не на неуправляемый хаос, а на умную структуру, на гибкую структуру. Вот в этом очень важное отличие. И мы можем видеть, что в матчах, когда на протяжении того времени, когда немецкая команда пытается комбинировать, игроки перемещаются из своих зон активно. Вот такая максимальная гибкость, или даже можно сказать, попытки вот создать вот как раз этот именно управляемый хаос. Сборной Германии сложно вскрыть грамотную оборону соперника. И вскрытие это происходит только когда, в основном, только когда сборная Германии использует основные свои сильные стороны, именно сильные стороны немецкого футбола. Это мощь, быстрое решение, вертикальный футбол. И мы с вами видели, как в матче с Кот-д'Ивуаром, когда Нагельсман сделал замены под конец встречи уже, и два мяча были забиты как раз благодаря тому вертикальному футболу и быстрому принятию решений. Но я хотел бы сейчас поговорить конкретно вот о позициях и о тех игроках, которые Нагельсман поставил в состав в матче с Кот-д'Ивуаром. Вот, как пример, вот этот матч мы возьмем, потому что, на мой взгляд, именно он показателен для вот современной сборной Германии. Начать разговор я хотел бы с Мусуала. Этот футболист, на мой взгляд, играя в сборной Германии, слишком часто он передерживает мяч. И слишком часто так получается, что главную задачу в себе он ставит прежде всего обыграть соперника. То есть индивидуальные действия, он пытается протащить мяч ближе к воротам, но не всегда у него это получается. Но главное недостаточная работа, недостаточное взаимодействие с партнерами по команде. Вот это очень важный момент. И вот это ключевая точка, на мой взгляд, где ошибается Нагельсман. Вот манера игры Мусуала сейчас в сборной Германии в матче с Кот-д'Ивуаром вот была именно такая. Это недостаточное взаимодействие с партнерами и слишком большое упование на индивидуальные действия футболиста. Вот это очень серьезная проблема. Дальше я хотел обратить внимание на позицию Кимиха. На мой взгляд, вот здесь вот Нагельсман подставил, по сути дела, сам себя, поставив Кимиха на позицию правого защитника. Но Кимих, понятно, при атакующих действиях Кимих сразу же выдвигался вперед, ближе к середине. Но при потере мяча Кимих не успевал вернуться назад. И это, кстати, относится не только к Кимиху. И вот это как раз место, вот эта точка слабая в обороне сборной Германии при потере мяча, правый фланг. Именно там родился этот гол, который сборная Германии пропустила. И видно было, что Кот-д'Ивуар давил именно на эту слабую точку сборной Германии. И вот получается, что пропустив вот этот гол, во многом из-за неверной изначальной позиции Кимиха, который в Баварии привык взаимодействовать с Павловичем и был переведен на правый фланг обороны. Вот эта точка, она уязвимая, она совершенно очевидна и была использована Кот-д'Ивуаром в своей быстрой атаке. И с другой стороны, то, что сборная Германии не могла реализовать то территориальное преимущество, которое имела. Почему? А именно потому, что слишком уповали они на индивидуальные действия Мусуала, а взаимодействие между футболистами сборной Германии впереди было недостаточно хорошим. Поэтому вскрыть мощную оборону сборной Кот-д'Ивуар у Германии не получалось. И таким образом, если бы Нагельсман в какой-то момент не изменил характер
характер игры своей команды, то сборная Германии вполне могла и проиграть, и даже проиграть. И тут я обязательно хотел поговорить, конечно же, о Нмече. Анмечи, вот этот футболист, благодаря, вернее сказать, из-за того, что вот эта структура немецкой сборной Германии, она страдает от того, что сейчас им пытаются привить вот этот вот управляемый так называемый хаос. Из-за этого страдает середина, опорная зона, что очень важно. И Нмеча, вот этот вот работоспособный футболист, ему приходилось носиться по всему полю. Ну, в принципе, это его, конечно, функция, поскольку он играл на позиции восьмерки. Понятно, что бокс-то-бокс, но тем не менее слишком ему часто приходилось добегать там, где не добегали его партнеры. Это, конечно же, прежде всего Павлович. Это прежде всего Павлович, который также привык в Баварии играть с Кимихом, и который был оставлен без него, и партнеры Нмеча совсем по-другому играют. И вот Нмеча, конечно же, благодаря его работоспособности во многом сборная Германии проигрывала всего со счетом 1-0, потому что часто бывало при пропуске быстрых атак соперника Нмеча успевал вернуться и блокировал там опасность сзади, ближе к воротам сборной Германии. В этом плане работоспособность Нмечи, она, можно сказать, нивелировала отчасти нивелировала те тактические ошибки в построении, в структуре, которую сборная Германии совершала при потере мяча, прежде всего при потере мяча. Ну а когда забивался гол, Нмеча показал то, что он и должен в основном делать, потому что бегать по всему полю на протяжении всех 90 минут это практически невозможно. Но когда сборная Германии забивала второй гол, Нмеча моментально принял решение, отдал вертикальную проникающую передачу на Ундава, который был на грани офсайда, но, впрочем, с запасом, и который очень великолепно просто распорядился там мячом впереди. Итак, Нмеча, конечно же, был один из лучших, но по работоспособности ему приходилось перекрывать вот эти промахи в структуре, в тактике сборной Германии, благодаря вот своей работоспособности, которая, с другой стороны, могла бы быть направлена на совершенно другое, на более полезное дело. Ну и что касается Павловича, я уже сказал, что Павлович привык больше играть, конечно, с Кимихом, и вот оставшись там с Нмечи, который действует совершенно иначе, Павлович больше скорее должен был играть именно шестерку, наверное, все-таки, а Нмеча восьмерку. Но, как мы видели с вами, и как я уже говорил, Павлович, он опорную зону вот эту, плохо он следил за ней. Прежде всего при потере мяча, а ведь это именно и должно быть главным в данной ситуации, когда сборная Германии играла с Кот-д'Ивуаром. Поэтому здесь я считаю тактический просчет в том, что, повторяю, в том, что Павлович все-таки должен играть с Химиком, там в середине. Но с другой стороны, Нмечу держать на скамейке, такого работоспособного Нмечу, это тоже непорядок. Но вот эту проблему, вот этот вопрос должен решать главный тренер сборной Германии. Ну, в дальнейшем мы еще будем говорить, я так думаю, что какие решения возможны, а возможно даже мы и увидим с вами это решение на чемпионате мира еще, на происходящем. Хаверц, нападающий сборной Германии. И здесь надо сказать, что сборная Германии играла практически без острия, без наконечника, потому что Хаверц постоянно уходил на правый фланг полузащиты. И там он был неэффективен. И с другой стороны, Сане, который там должен был действовать, он постоянно смещался в центр, но тоже там нужную эффективность он не показывал. И таким образом страдала как атакующая линия, так и правый фланг полузащиты сборной Германии. Ну и в данной ситуации, конечно, главное, что отметить в плане того, причина, почему именно удалось все-таки вырвать победу в этом матче, сперва свести к ничью, а потом вырвать и победу, потому что немецкая команда по большей части перешла на свой традиционный немецкий вертикальный, мощный, быстрый футбол, когда, значит, Нагельсман сделал замены. И вот он, да, вышел вместо Мусуала, который, повторяю, который слишком уповал на свои индивидуальные качества. Он больше действует вперед и быстро принимает решения.
И вот только благодаря этому, то есть это получается, что матч выиграл традиционный немецкий футбол, а едва ли его не проиграл вот этот самый перестроение немецкого футбола, попытки сделать из сборной Германии испанскую команду. И я считаю, что это путь в никуда. И если дальше вот так это будет продолжаться, то сборной Германии ничего не светит на чемпионате мира, происходящем сейчас. Ну, я думаю, что тренерский штаб сборной Германии не хуже меня они это видят, конечно же. И какие-то решения они должны принимать в конечном итоге. Потому что с Кот-д'Ивуаром матч сборная Германии вытащила. Но когда будут играть более серьезные соперники, более серьезные, вот там уже могут возникнуть очень серьезные проблемы. И может не хватить сборной Германии в какой-то момент времени, которую также перестроить на свои сильные стороны, на сильные стороны немецкого футбола, можно даже так сказать. Просто не хватит времени на то, чтобы там сравнять или выиграть матч. И это мы видим уже не первый раз. И то же самое приблизительно происходило на чемпионате Европы, на последнем чемпионате Европы, когда сборная Германии в матче со сборной Испании в какой-то момент перешла на свой типичный футбол, характерный ей именно, и, можно сказать, там едва ли не вытащила этот матч. Но с сильными командами может, конечно же, и не хватить времени, и не хватить сил где-то, так как это получилось со сборной Кот-д'Ивуар. Итак, я считаю, главный тренер и тренерский штаб сборной Германии должны обязательно сделать выводы, несколько возможно упростить, но в хорошем смысле этого слова футбол, игру, которую показывает команду, сделать ее с одной стороны проще, но с другой стороны она будет более эффективна, потому что это больше будет она нацелена на то, чтобы забить гол, а не на то, чтобы, пытаться плести испанские кружева на поле.